наверное, вопрос не особо по формату, но как ты думаешь, что важнее, геймдев или семья? Вопрос чисто риторический. Сейчас я кое-что вам скажу. Под сцену из Ковбой Бибопа. Выбрать геймдев — это не выбрать семью. Семья для разработчика игр — это роскошь, которую позволить может себе не каждый. Многие люди не отдают себе в этом отчет. Приходят туда-сюда, потом плачут на интервью. Вы знакомы с такими интервью, да, когда там спрашивают разработчиков Uncharted, God of War, типа, чем вы пожертвовали ради этой игры? Они такие, всем. Но проблема здесь, я считаю, просто в ожиданиях. Семья и геймдев, они, у кого-то получается, у кого-то нет. Я вам скажу, у меня, по сути, нет прям какой-то настоящей семьи такой. У меня есть жена. Вот и все. У меня нет такого, чтобы там я куда-то, какие-то дети, я их куда-то вожу, там я что-то то да сё делаю. Это, на мой взгляд, мне нужна другая деятельность, чтобы этим заниматься. Важно отдавать себе отчет, что моя семья — это студия, в которой я работаю. Моя деревня, моя семья, мои друзья, все. Мое окружение — это то, где я работаю. И это такой путь, в котором нету места. Даже базовым человеческим вещам иногда. Просто что я вам хотел сказать именно про это. Пожалуйста, делайте реалити-чек, и когда вам 20, помните о том, что вам будет 30. И что количество игр в Steam, которые зарабатывают больше миллиона, 355. А количество игр, которых выходит, десятки тысяч. У вас будет сколько за 10 лет? 3055 попыток. Как бы у вас будет 3055 слотов, которые вы можете занять за эти 10 лет. И если вы ни одного не займете, то когда вам будет 30, вы начнете заново. Ну, в каком-то смысле, как я. И тогда помните о том, что здесь нет места для семьи. В геймдеве твоя семья — это твои игры, на которые тратишь свои время и силы. Да, но игры — это скорее дети. Я общался с людьми, которые завели детей, и я скажу по ощущениям, по тому, что я видел, как они менялись, и что с ними становилось, они просто как будто бы начали делать инди-игру по-настоящему. Это вот так настолько похоже. Иметь детей и делать инди-игру. Маленького ребенка особенно. Как говорится, дорога, мой дом, и для любви.